Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас связать декоративную салфетку лист крючком. Эта салфетка хорошо держит форму, имеет интересную фактуру, узор, и поэтому она отлично подходит для сервировки стола. Допустим, если связать несколько таких одинаковых салфеток, то каждому можно такую салфеточку постелить под горячее блюдо или под стакан чая. Салфетка оригинально смотрится, впишется в любой интерьер, и даже просто можно украшать тумбочки такими необычными салфетками. Для вязания салфетки подойдет лучше всего тунисский крючок, так как это выполняется вязание тунисской техникой. Но я буду использовать для вязания самых длинных рядов обычные крючки. Главное, чтобы они были одинаковые по толщине. Покажу, как я это делаю. Буду показывать вязание салфетки от начала и до конца. А для вязания вам потребуется полиэфирный шнур. У меня такой шнур, цвет латте, его диаметр 3 миллиметра. В одном мотке 100 метров. И пол мотка у меня ушло вот на вязание одной салфетки. Салфетка получилась в длину примерно 26 сантиметров, в ширину 19 сантиметров. И использую я толстый крючок номер 5. Итак, начинаем вязать. В начале вязания выполняем начальное кольцо. Для этого делаем на крючке начальную петлю и далее провязываем 6 воздушных петель. Полученную цепочку из воздушных петель замыкаем в кольцо соединительным столбиком, который провязываем из первой петли цепочки. Далее вяжем первый ряд столбиками без накида. Вначале выполняем одну петлю подъема, крючок вводим в центр кольца и при вязании столбиков обвязываем кончик нити, вытягиваем из центра кольца петлю на крючок и провязываем столбик без накида. Так, из кольца необходимо провязать 12 столбиков без накида. Связав 12 столбик, заканчиваем первый ряд соединительным столбиком в первую петлю подъема. И далее начинаем вязать узор листика техники тунисского вязания. Вначале набираем 2 воздушные петли. Далее вводим крючок первую полупетельку, вытягиваем петлю на крючок и вводим крючок в следующую петлю первого ряда, вытягиваем еще одну петлю на крючок. Вначале провязываем первую петлю одну, затем провязываем по 2 петли, 1 и 2. Следующий ряд начинаем с одной воздушной петли подъема. Далее вводим крючок за ниточки горизонтальные по ряду, вытягиваем на крючок из первой ниточки сверху одну петлю, вторую петлю, затем вытягиваем третью петлю
из полупетельки второй и еще одну петлю вытягиваем из того же столбика, что вязали предыдущий ряд. Первую петлю провязываем с крючка одну, затем провязываем по 2 петли. 1, 2, 3, 4. С каждым рядом количество провязанных петель или столбиков будет увеличиваться. Для следующего ряда набираем одну петлю подъема. Вводим крючок сверху в горизонтальную полупетельку, вот в первую. Вытягиваем одну петлю, вторую петлю по верху, третью, четвертую петлю и за вторую полупетельку крайнего столбика вводим крючок, вывязываем, вытягиваем уже 5-ю петлю. Следующую петлю вытягиваем из столбиков кольца, но уже из следующего столбика. То есть из одного столбика мы провязываем по сути по 2 ряда. И затем провязываем петли с крючка в обратном направлении. Вначале провязываем одну петлю и затем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас уже количество столбиков в ряду с 4 увеличилось до 6. Следующий ряд 1 петля подъема. И начинаем вытягивать петли из верхних полупетелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7-я петелька вот за вторую полупетельку крайнего столбика. И 8-я петелька из той же петли, что и предыдущий ряд. То есть по 2 ряда мы вяжем из каждого столбика кольца. И провязываем в обратном направлении сначала одну петлю, затем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, мы вяжем узор для листика, провязывая из каждого столбика 2 ряда. Вот мы провязали пока из 2 столбиков 1, 2, 3, 4 ряда. Начинаю вязать 5-й ряд, 1 петля подъема. Теперь вытягиваем петли на крючок из каждой верхней ниточки по петле. В конце вытягиваем из второй петельки крайнего столбика и из следующего столбика, из вершины следующего столбика начального кольца. И в обратном направлении провязываем вначале одну ниточку, одну петлю с крючка, затем по 2 петли с крючка. Итак, выполняю каждый ряд. Следующий ряд будет из той же петли начального кольца. И следующие 2 ряда буду провязывать из следующего столбика начального кольца. Итак, вяжу, пока у меня длина крючка позволяет вязать тунисским узором. Я провязала листик на 10 рядов. И посмотрите, у меня уже какой длинный ряд получается. И мне уже сложно вязать его с помощью короткого крючка. Поэтому я буду использовать второй крючок, чтобы мне легче выполнять вязание. Итак, в начале ряда делаю
одну петлю подъема и набираю петли. 1, 2, 3 по верху предыдущего ряда. Набираю петли на всю длину моего крючка. Тунисский крючок имеет леску, то есть обычно как спицы, допустим, и им с помощью него можно сколько угодно набирать петель. Далее беру второй крючок, вот я набрала на длину крючка петли и на второй крючок далее набираю петли, так как мне нужно провязывать ряд дальше. Вот набираю петельку по верху ряда и из крайнего столбика за вторую полупетельку еще одну, и из следующей петли столбика начального кольца вытягиваю последнюю петлю на крючок. И теперь начинаю провязывать этот ряд в обратном направлении. Вначале провязываю одну петлю, затем провязываю по 2 петли. И после того, как вот у меня уйдут петли с одного крючка, я подхватываю другой крючок. Вот такой лайфхак, у кого нет длинного крючка. Можно даже 3 крючка использовать в вязании. Главное, чтобы они были одинаковой толщины. И так дальше я вяжу ряды листа, пока полностью не обвяжу вот это начальное кольцо. И покажу, как буду в последний ряд провязывать. Тоже интересно. Итак, дорогие рукодельницы, я почти закончила свой лист. И сейчас буду вязать последний ряд. Это самый длинный ряд. И буду его вязать уже из последней петельки, из последнего столбика начального кольца. Из предыдущих столбиков я вязала по 2 ряда. У меня осталась вот одна петля, на которой не провязан ряд. И здесь буду вязать всего один ряд. У меня осталось вот совсем немножко нитки, шнура. И я думаю, мне хватит только на один ряд. Итак, для вязания самого длинного ряда мне потребуется 3 крючка. Поэтому я начинаю вязание с самого края. 1 петля подъема. И набираю в начале петли на 1 крючок. В среднем у меня входит по 15 петель. Далее на 2 крючок и на 3. И вот когда длина крючка одного заканчивается, я беру 2 крючок и на 2 набираю петли. Второй крючок тоже полный, и беру 3 крючок, и здесь уже заканчиваю набирать петли. На вершине столбика предыдущего ряда каждого вытягиваю петлю, и здесь последнее вытягиваю, и из 2 полупетельки последнего столбика, и вот из петельки начального кольца. И то же самое назад начинаю провязывать в начале 1 петлю и затем провязываю по 2 петли с крючка. И провязываю назад петли сначала с 1 крючка, затем со 2 и с 3.
Итак, я закончила вязать последний ряд. И вот у меня, можно сказать, закончилась и пряжа. Протягиваю кончик нити через последнюю петлю. Далее я на изнанке замаскирую отрезок нити, обрежу его покороче. И вы видите, немножко лист как бы деформированный. Нужно растянуть края, растянуть вязание. Здесь вот края немножко растянуть, ровно разложить. И затем с обратной стороны через ткань слегка отпарить этот листик. Тогда он ровно ляжет прямо и будет держать свою форму, так же как и первый лист у меня. Итак, у меня с одного мотка получилось 2 листочка, 2 салфетки. На вязание второй салфетки у меня ушел ровно час. После того, как отработана техника, вязание идет быстро и легко. И я надеюсь, вам было все понятно. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много интересных вещей.